Здравствуйте! Представляем вашему вниманию платформу нового поколения Greensleeves. В то время как блокчейн полностью прозрачен для любых механизмов отслеживания, и вся ваша анонимность заканчивается там, где вам необходимо перевести деньги из фиатных средств в криптовалюту или наоборот, Greensleeves позволяет вам полностью скрыть ваши финансовые потоки и взаимоотношения. В чем его уникальность? Greensleeves позволяет шифровать ваши транзакции, вашу переписку и товары, которые вы хотите выставить на продажу. Это означает, что никто не может каким-либо образом указать на вас как продавца или покупателя товара. Прежде всего, это платформа, которая обеспечивает вам близкую к 100% защиту от каких-либо механизмов отслеживания или нарушения контроля безопасности. Давайте перейдем к самой платформе. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что платформа не требует инсталляции, запускается одним файлом для Windows или для Linux и может быть удалена совершенно спокойно с вашего компьютера после использования. При этом все ваши данные будут надежно сохранены в блокчейне, и вы всегда сможете их восстановить, просто скачав заново программу и введя ключевую фразу. Сейчас мы рассмотрим, как это делается. Как вы видите, здесь есть панель Setup, которая появляется при первом запуске приложения. И здесь можно сгенерировать сид-фразу, если у вас ее еще нет. Либо же вставить ту сид-фразу, которую вы используете. Эта фраза является ключевым звеном, и это единственное, что вам необходимо сохранять. Желательно записать ее на бумаге и не хранить на электронных носителях. После того, как вы введете сид-фразу или сгенерируете ее, вы продолжаете и получаете ваш адрес. Это тот же адрес, который используется в любом криптокошельке. Соответственно, на этот адрес вы можете перечислять средства через обычные криптокошельки, и вы можете использовать эту же сид-фразу для любого криптокошелька, чтобы подключиться к этому адресу и выводить из него обычные токены. Мы идем дальше, и теперь у нас требуется ввести пароль. Этот пароль необходим для того, чтобы данной конкретной установленной у вас на компьютере версии программы не мог воспользоваться кто-то другой. Если вы удалите приложение и все файлы, которые оно создает, пароль, соответственно, также будет недоступен. Вам необходимо будет снова создать пароль при новом вводе сид-фразы. Сейчас мы введем дважды пароль. Обязательно как минимум одна цифра, как минимум одна заглавная буква и одна строчная буква. Все буквы латинские. И реферальный код. Реферальный код вам необходимо ввести код вашего партнера. Без реферального кода программа не будет двигаться дальше. Естественно, после того, как мы закончили ввод данных, мы попадаем в главное окно. Это окно вашего кошелька. Здесь вы видите баланс токенов, которые у вас есть. Первым всегда идет нативный токен сети. Можно добавить токены по выбору, как простые, так и любые кастомные, которые вы желаете.
соответственно, здесь сейчас нет токенов, поэтому ничего не показывается. В списке транзакций будут появляться ваши транзакции, которые вы переводите. Если вы выберете опцию Shield Tokens, это необходимо для того, чтобы защитить ваши токены. Вы можете ввести необходимое количество токенов для того, чтобы их отправить на защищенный кошелек. Точно так же Unshield позволит выбрать токены, которые вы хотите раскрыть, их количество и адрес, на который вы их отправите. Сейчас у нас на тестовом аккаунте нет токенов, поэтому мы не можем это сделать. Также у вас появится кнопка трансфер, когда у вас будут иметься защищенные токены, которые позволят вам переводить эти токены другому пользователю. Перейдем в раздел Messages. Сообщение – это одна из очень важных ключевых особенностей Greensleeves. Здесь реализована система радиопередачи, которая означает, что можно указать, кто отправил сообщение, но нельзя сказать, кто его принял. Потому что получатель сообщения не указывается в самом сообщении. То есть вы можете это представить как у вас есть радиопередатчик, рация в руках, и вы кому-то что-то говорите. Но никому не известно, где находится тот, кто будет принимать ваш сигнал. Здесь мы можем создать новый чат с каким-либо из наших коллег и ввести здесь публичный ключ. О публичном ключе сейчас поговорим. И имя контакта для общения. Вот. Теперь у нас создан диалог, во многом похоже на обычные мессенджеры, но с одним небольшим отличием. Сейчас я вам его продемонстрирую. Вот мы отправляем приветствие нашему другу. Вот. Как вы видите, сообщение не появилось сразу. Это связано с тем, что оно должно сначала отправиться в блокчейн, и после того, как оно будет сохранено, мы его увидим. Тем временем я объясню, откуда брать публичный ключ. У вас есть здесь кнопка, которая содержит, соответственно, пункты меню Copy Public Key and Copy Address. Соответственно, при нажатии на один из них в буфер обмена будет скопирован ваш публичный ключ или ваш адрес кошелька. Соответственно, скопировав публичный ключ, вы можете его отправить электронной почтой, мессенджером, как угодно, другому человеку для того, чтобы он вступил с вами в переписку. Сейчас пройдет небольшое время, и вы увидите, как сообщение появится. Вот сообщение было обновлено в блокчейне, и теперь, когда ваш друг зайдет в сеть, он получит это сообщение. Вот. Следующая ключевая вещь у нас, которая находится в шапке, это переключатель сетей. В данный момент подключены только две сети: сеть Polygon и тестовая сеть Amoy. В дальнейшем мы планируем расширение до основных сетей, таких как Ethereum, Binance, Avalanche и, возможно, некоторых других. Также можно переключить язык. Сейчас на выбор 4 языка. В дальнейшем, опять же, это количество будет расширено по желанию. Еще одной интересной вещью, которая, к сожалению, сейчас находится в процессе реализации, является Marketplace. Вот. Мы надеемся полностью вычистить все ошибки и презентовать вам Marketplace в течение ближайших 1-2 недель. Чем интересен Marketplace? Его ключевая особенность в том, что выставляемый продавцом лот шифруется, и ключ этого зашифрованного лота недоступен
никому без запроса и без зашифрованного поиска. Поиск проходит по ключам от тегов. Это означает, что никто не может просто взять, отфильтровать все сообщения и сказать, вот эти сообщения относятся к таким-то и таким-то предлагаемым темам. Вместо этого необходимо запрашивать, открывать каждое сообщение и запрашивать автоматически ключ для его расшифровки. Это означает, что ни у кого, кроме продавца и заинтересованных в приобретении товара лиц, не будет информации об этом объекте. Такая интересная платформа выходит сейчас на мировой рынок. Платформа предназначена, повторюсь, только для компьютеров под Windows и Linux. В ближайшем будущем мы планируем запустить эту платформу также под Mac для любителей Macintosh и Apple. И мы надеемся, что эта платформа будет хорошо принята людьми, которые считают, что их товары нуждаются в дополнительной защите от публичного наблюдения. Спасибо за внимание.